Здравствуйте! Keychron K5 SE это далеко не самая универсальная клавиатура на рынке, но тем не менее она великолепно закрывает сегмент низкопрофильных механических клавиатур стопроцентных вместе с цифровым блоком, где ничего не порезано. Безусловно, у нее есть некоторые свои такие недостатки, но они больше относятся к нюансам, нежели к каким-то серьезным минусам. Но о них также расскажу. Начну, пожалуй, с доски, потому что к ней изначально много вопросов, пока ты еще не держал клавиатуру в руках, потому что вес общей клавиатуры 673 грамма, при этом толщина ее в общем счете 22 миллиметра. И напрашиваются такие моменты, а насколько все это будет монолитно, не будет ли хрустеть. И в этом плане все великолепно. То есть да, у нее есть некоторый изгиб, но при этом она не издает вообще никаких звуков. Ну и естественно, если вы будете прям вдавливать в нее, ничего не произойдет, никаких хрустов не будет. И при этом доска мне глобально понравилась. То есть она алюминиевая, естественно, с некоторыми пластиковыми вставками, но тем не менее все сделано качественно. Разъем USB находится по центру, слева от него находятся два переключателя, один двухсекционный, это переключение между режимами Windows, Android и macOS и iOS, и также трехпозиционный, в котором вы будете выбирать, в каком режиме будет работать клавиатура, Bluetooth кабель, либо же выключено. К сожалению, радиомодуля здесь нет, и для кого-то это будет прям серьезным недостатком. Если вы собираетесь играть именно по беспроводу, то да, но все-таки задержка будет там свои 55 миллисекунд, не меньше. В остальных случаях, ну, не настолько это уже и большая проблема. С обратной стороны находится 6 резиновых ножек, и также есть две дополнительные подставки для разных режимов, чтобы был угол наклона 6 градусов и 9 градусов соответственно. Единственное, до чего бы мне здесь хотелось докопаться именно в плане самой доски, это то, что болтики все равно видны. Это мелочь, это нюанс, если вы даже, наверное, о нем бы не знали и не обращали бы внимания, но я думаю, что стоит сказать, они немножечко видны. По кейкапам все тоже неплохо и имеет один единственный такой нюанс. Это не двойной PVT пластик. Соответственно, минус в том, что она будет стираться быстрее, чем другие топовые колпачки. Но зато здесь подсветка работает так, что подсвечивается непосредственно сами клавиши. То есть все. В двойном PPT, который очень сильно надежный, подсветка не просвечивает сами буковки, УК и все остальное. А здесь же эта подсветка присутствует. Для меня это безусловный плюс, потому что колпачки в случае чего можно будет поменять на что-то другое, если они там протрутся. То есть просто их заменить. Но работать так намного удобнее, даже если вы уже привыкли работать слепую. Переключатели в данном случае оптические, RED, и у них сила срабатывания 50 грамм и ход срабатывания 1,5 миллиметра. И это очень такой опасный момент, потому что если вы любите прям держать руки на клавиатуре, вполне возможно, что где-то вы и будете что-то случайно прожимать, потому что это не 60 грамм, где прям необходимо такое усилие основательное для того, чтобы клавиша нажалась, но с другой стороны это и не 40, и не 30 каких-нибудь грамм, то есть такое значения, в общем-то, логичные, но, тем не менее, также стоит предупредить. То есть, если вы привыкли уже до этого к клавиатурам, у которого большой ход до срабатывания, здесь поначалу могут быть такие проблемы. Но это тоже не беда, и если вы настолько уже запариваетесь по этому поводу, то можно просто взять те же синие свечи, где будет сила нажатия уже 65 грамм. Но там в таком случае будет уже и кликающая клавиатура, потому что это тихая, и причем для ее формы, для ее размеров это реально очень тихая клавиатура. То есть я покажу вам полноценно в таком отрывке, но не сказать, что прям громко. То есть у меня есть зона 51, которая короткая, с хорошей такой полноценной доской.
И прям не сказать, что разница колоссальная. Она безусловно будет, потому что в зоне 51 колпачки полноценные, они полностью закрывают переключатели и таким образом в том числе глушат звук. Ну и плюс, естественно, здесь намного больше шумки проложено в самом корпусе. Здесь ее столько не может быть. Но не сказать, что она прям откровенно как-то громко себя ведет, либо же работает плохо. Единственные клавиши, до которой я могу докопаться, где стабилизатор плохо смазан, это клавиша F. То есть такой звук, как будто там мышка какая-то поселилась. Но это тоже несерьезная проблема, потому что все остальные клавиши работают хорошо. Смазать стабилизатор — это не проблема. Это не значит, что его нужно менять. И при всем при этом, хоть она и настолько тонкая, вот максимально тонкая, здесь есть возможность горячей замены переключателей. То есть на какие-то определенные клавиши вы можете поставить другие переключатели. Либо же, в принципе, если что-то сломается, выйдет из строя, их заменить. При тонком корпусе это хорошо. И также в плане такой очень легкой модернизации в комплекте есть дополнительные колпачки, тот же Alt и прочее, если вы пользуетесь именно как Windows. Естественно, и в комплекте есть кабель, есть инструмент для снятия кейкапов и самих свечей, все вполне себе классический, и остается подсветка, которая мне здесь понравилась. Я уже привык, что во всех вот этих вот игровых устройствах, клавиатурах не подсвечиваются клавиши, но для меня это все равно остается дикостью. Я понимаю, что это правильно, так лучше, это вот надежность. Но я люблю, когда оно просвечивается, но настолько это уже привычно и по ноутбукам, и по каким-то клавиатурам, которые у меня были до этого, так что для меня это однозначно плюс. И при этом, естественно, подсветка регулируется, все клавиши есть на самой клавиатуре, не обязательно ставить там какое-то приложение, и то, как работает подсветка, мне нравится. И подводя итог, все же очень важно понимать, для чего вам нужна клавиатура. Если вы ищете что-то именно конкретно низкопрофильное, стопроцентное, то чем плохо? Цена около $100, и это не какой-то там перегиб. Серьезных недостатков, ну я их не вижу. Ее сделали хорошо, качественно, адекватно. Дизайн классический, стандартный. То есть та же зона 51 вроде как и тоже хороший дизайн, красивый, но он такой достаточно специфический, в какой-то строгий дизайн стола комнаты, он, наверное, не настолько хорошо и подойдет. А здесь все максимально классически и универсально, то есть нет каких-то элементов, которые можно было бы посчитать спорными. Ну и плюс кейкапы дополнительные в комплекте идут, все это настраивается еще и максимально под себя. То есть я ожидал, что будут какие-то все-таки такие серьезные недостатки. Здесь самый серьезный недостаток — это то, что у нее нет подключения в радиорежиме. То есть если вы хотите играть прям по беспроводу, то да, это станет проблемой. Но придирка, мне кажется, что если уже выбирают какие-то чисто игровые клавиатуры, то низкопрофильные там встречаются достаточно редко. То есть это больше универсальный вариант, то есть не просто так здесь к 3 устройствам сразу же подключается. То есть когда у вас есть и какой-то планшет, есть, не знаю, ноутбук, в моем случае клавиатура в том числе нужна для управления проектором. И да, в таком случае это универсально, оптимально хороший вариант. Так что советовать ее глобально могу, по ссылке в описании сможете найти. И в принципе меня так немножко подбамбливает от того, что полноценных клавиатур, не вот этих вот обрубков без цифрового блока, в последнее время
становится, ну, как-то слишком мало. Я искал себе что-то вот полноценное, большое, ну, уже механика. Все-таки я рассказываю про механику, пора уже переходить на какой-то уровень повыше, но чего-то прям хорошего по адекватной цене, ну, встречается крайне и крайне редко. То есть там, да, 600-700 белорусских рублей, и дальше там уже выбор какой-то, да, появляется. Но что-то в более бюджетном сегменте, увы и ах. Я понимаю, что намного проще сделать там тихую какую-то клавиатуру именно на маленькой доске, но, блин, неужели исчезают те люди, которые играют в GTA San Andreas, и необходимо в определенных миссиях, чтобы был этот цифровой, блин, блок? Но это уже исключительно мои заморочки, все равно общее впечатление от клавиатуры у меня хорошее. Где вы можете ее найти, я уже сказал, и на этом можно завершать. Спасибо вам большое за просмотр, до скорых встреч.